Приветствую вас, друзья! Сегодня пятница, 26 ноября, и решил записать очередной видеообзор, который будет посвящен только проекту BSwap и монете BSV, соответственно. Я для себя этот проект нашел совсем недавно, мне он проимпонировал, я в него проинвестировал и дал в качестве инвестиционной рекомендации в наш закрытый канал PFM Premium, и уже мы пребываем в профите 30%, потому что покупали мы по баксу, позже об этом покажу, собственно, и расскажу. И сейчас, пока на рынке коррекция, появилось время для того, чтобы записать видеообзор и предоставить его уже, так скажем, публично. Начну, наверное, с предостережения. То есть вы, когда будете изучать этот проект, открывайте его изначально на CoinMarketCap. Не нужно заходить в Google и вбивать BSwap, потому что, как видите, сразу же вы можете попасть на рекламные какие-то объявления. А в крипте очень частое явление, когда за рекламой скрываются какие-то фишинговые сайты. То есть вы, с одной стороны, ищете какие-то дексы, можете вбивать там PancakeSwap, Uniswap, какие-то IDO-шки, новые проекты, которые вам интересны, попадаете на рекламу. Когда вы переходите по рекламным ссылкам, на самом деле попадаете на фишинговый сайт, вбиваете там свой адрес кошелька и даете доступ злоумышленникам к вашим, собственно, адресам, к вашей крипте. Поэтому так делать не нужно. При поиске любого актива открывайте CoinMarketCap, вбивайте в поиске, как в данном случае, там, BSV, и находите вот BSwap и уже, соответственно, приходите к изучению. Значит, в тезисно двух словах, что из CoinMarketCap уже можно подчеркнуть для нас полезное. Во-первых, это открытый исходный код. Вы можете нажать вкладочку Source Code, попадете сразу на GitHub, вы увидите все вложения, все коды, написанные смарт-контракты, которые есть по данному активу. Вот можете перейти на стейкинг, открыть, соответственно, любую папку, и если вы программист, если вы понимаете в коде, соответственно, можете проанализировать. Я в коде ничего не понимаю, поэтому мне нужен внешний аудит. Да? Мне достаточно того, что он открытый, то есть что любой человек может его зайти, скачать и проверить. И на CoinMarketCap вы можете увидеть внешний аудит. Это достаточно именитая аудиторская компания в сфере крипты. Очень многие известные проекты она аудировала, и, слава богу, все хорошо. Поэтому я их аудиту и мнению компании Certic могу доверять. Чтобы убедиться, что этот аудит не какая-то там Филькина грамота, действительно пройденный аудит, его нужно смотреть не на сайте самого проекта, да, а на сайте самого аудитора, где мы сейчас и находимся. И мы видим, что по данному аудиту не было обнаружено никаких критических ошибок, никаких больших ошибок, только вот 3 ошибки медиум, как там микроуровня, наверное, и информационные, которые обычно никакой угрозы проекту не несут, и после этого они все были устранены. Вот, поэтому технически проекту можно доверять, можно быть уверен в том, что их смарт-контракты чисты, так скажем. Если вы захотите приобрести данный актив, например, на PancakeSwap на каком-то дексе, то вот у вас есть адрес контракта, вы его просто копируете, переходите на PancakeSwap, вставляете и там, соответственно, покупаете. Но я вам чуть позже дам рекомендацию, как сделать это с дополнительными преимуществами. Вот видите, пока прям записываем видеообзор, уже от нашего входа плюс 40%. Не знаю, кто его покупает. Значит, и, соответственно, что еще, чтобы потом на MarketCap к нам не возвращаться, что еще мне импонирует? Это низкая капитализация, то есть капитализация BSwap всего лишь 190 миллионов долларов. Если посмотреть на рыночную капитализацию всего рынка криптовалют, вы увидите цифру 2,5 триллиона. Да, и на фоне 2,5 триллионов 190 миллионов это крайне мало. А по мне BSwap это прямой конкурент PancakeSwap. Давайте, кстати, для сравнения проверим. PancakeSwap 3,2 миллиарда. 3 миллиарда против 170 миллионов, там 190. Вот вам практически в 20 раз потенциал для роста к BSwap, на мой взгляд. То есть это вот тот потенциал и те цели, которые можно ставить для себя для фиксации прибыли в этом активе. Значит, вернемся назад на BSwap, переходим на официальный сайт и смотрим, соответственно, что это же за проект такой. Чтобы не читать тонны скучного текста в white paper, в 2 словах от себя скажу, да, что BSwap это автоматический маркетмейкер, это агрегатор доходности, это децентрализованная биржа, такая же, как Uniswap, такая же, как Sushi, OneInch на блокчейне эфира, но это на Binance Smart Chain. То есть, поэтому я говорю, прямой конкурент BSwap это Pancake, капитализацию которого в 20 раз больше. Значит, но, на мой взгляд, у BSwap есть большое количество преимуществ, которые я не увидел у Pancake. Например, это очень низкие торговые комиссии, то есть здесь заявлено 0,1%, мы можем открыть вкладку Exchange и проверить, так ли оно есть на самом деле. То есть, предположим, мы там поменяем 10 BNB на BUSD, и мы увидим трейдинг фи для каждого трейда 0,1%, из которых 0,05% уходит в качестве прибыли поставщикам ликвидности, и 0,05 идет в BSwap Treasury, который, я вам скажу, на будущее забегаю, что этим токены затем сжигаются. То есть половина от комиссии используется на байбеке токена BSV и затем идут в сжигание.
Чтобы увидеть очевидное преимущество перед тем же панкейком, мы можем произвести ту же процедуру, например, обменять BNB на BUSD, хотя в принципе не имеет абсолютно никакого значения, на что менять, и посмотреть на liquidity provider fee. То есть мы увидим, что за каждый трейд мы заплатим 0,25%. То есть в 2,5 раза больше вы платите комиссии на PancakeSwap, нежели это делать на BSwap. То есть вот у нас самое сильное преимущество данного DEX перед уже его конкурентом PancakeSwap, то, что мы получаем в 2,5 раза более низкие комиссии. Если сэкономил, то можно считать, что заработал, поэтому при каждом обмене на BSwap вы уже, можно считать, зарабатываете какую-то копеечку. Далее здесь так же, как и на панкейке, так же, как в принципе на любом DEX, можно предоставить ликвидность в торговую пару. Я сейчас вам покажу, какие есть пулы для этого. То есть вы можете добавить ликвидность в пул, например, в паре USDT BSV и зарабатывать 310% годовых. То с учетом автокомпаунда, APR 140% это без учета автокомпаунда. Например, BNB к BSV там 250% и так далее. В общем, большое количество разных пулов и NIR, видите, к BNB здесь можно в ликвидность отдать, и Shibu, эту беспонтовую флоки, и Matic, и AVAX, и Solana. Понятное дело, они все будут там врапнутые. В общем, пулов большое множество, каждый для себя здесь может найти что угодно. Больше мне импонирует вкладка Launch Pool. Почему? Потому что есть возможность отправлять монеты в стейкинг в соло. То есть у вас есть монеты BSV, вы одну эту монету можете отправить в стейкинг и зарабатывать там API 134% годовых с учетом автокомпаунда, да, либо 85% без автокомпаунда. Также вы можете отправить там BSV и зарабатывать 58 годовых, но в эфире, да, то есть получать врапнутые эфиры, потом его менять на обычные эфиры, соответственно, получать за бесплатно, за спасибо эфиры и различного рода проекты. И в чем преимущество, например, в таком стейкинге между добавление ликвидности в пулы, потому что здесь вы отправляете в стейкинг только одну монету, где нет риска потерять на impermanent loss. То есть есть такое понятие, как impermanent loss или временные потери. Они есть только в пулах ликвидности. То есть вот здесь во вкладке Farms, добавляя ликвидность в паре USDT к BSV, в случае резкого движения BSV вы можете заработать, то есть забрать потом эту ликвидность с меньшим количеством BSV. И так получится, что вы не дозаработаете, то есть просто держа эти токены, могли бы заработать больше, чем вы отдали в пул ликвидности. То есть, ладно, это такой момент, на YouTube, я думаю, уже полным-полно этих роликов, можете изучить, что такое impermanent loss. Вот, то есть для меня большое преимущество, что можно стейкать соло эти монеты. Соответственно, я их купил и отправил в стейкинг автокомпаунда. То есть они не просто у меня лежат, они сами себя стейкаются, они приумножатся у меня за год в 2 раза, и помимо того, что я ожидаю, что токен вырастет в цене, так еще и количество монет у меня удвоится. То есть я напомню, что данный актив покупал еще по $1. Данную рекомендацию давал закрытый канал PFM Premium. Давайте найдем, чтобы не быть голословным, да, BSV. Вот у нас еще 29 октября. Нашел очень крутой, на мой взгляд, проект. Рекомендую купить на 2% депозита, отправить стейкинг и забыть. Вот BSwap, текущая цена $1, и, соответственно, у нас расписанное преимущество. Все то, о чем я сейчас говорю вам в видеообзоре, почему он интересен. То есть фармингом, стейкингом разобрались. Дальше давайте пройдем в Gamify. То есть пока здесь еще ничего нету, но мы видим, уже есть какие-то попытки прохайпить, да, на игре в кальмара, уже запускают какую-то маломальскую игрушку. Я так понимаю, это будет что-то вроде казиношки, но неважно. Сам факт того, что пытаются прикрутить Gamify и пытаются идти в ногу со всем трендом. И вот у нас 22-29 декабря произойдет, запустится эта игрушка. Я не видел, чтобы происходило какое-то IDO, чтобы они какой-то фандрайзинг проводили под эту игрушку. Вот, но, тем не менее, в ногу с трендом идут. И я думаю, что в перспективе это может быть полноценным лаунчпадом для запусков различных Gamify проектов. Вот у нас также есть NFT лаунчпад. Пока здесь NFT не особо много, но на то и капитализация у него, поэтому, да, $190 миллионов, а не 3 миллиарда. То есть важно, что при анализе этого проекта мы видим потенциал, да, и, так скажем, следующий роудмап, который уже понемногу внедряется в сайт. Это запуск каких-то Gamify проектов и, в принципе, геймификация внутри данного DEX и какой-то NFT лаунчпад и наверняка NFT Marketplace уже есть что-то. В общем, есть куда расти, так скажем. Что мне еще понравилось? Здесь есть партнерская программа. То есть это вообще первый DEX, где есть какая-то партнерская программа. То есть вы можете дать регистрационную ссылку своему другу, он по ней зарегистрируется, и, соответственно, вы будете получать какое-то небольшое вознаграждение за то, что он играет в какие-то лотерейки, где-то что-то стейкает, свапает, фармает и так далее. Я, честно скажу, разместил свою ссылку в закрытый канал, мне там порядка 100 человек зарегалось, но что-то не особо профита я какого-то почувствовал, то есть там буквально какие-то копейки, видимо, не на все
не на все пулы, не на все стейкинги там и фармилки это размещается. Это нужно отдельно разбираться, в общем, как бы речь не об этом. Я к чему это все? К тому, что данная партнерская программа является крутым как бы катализатором роста проекта. То есть вы можете посмотреть их ресурсы, да, какое количество аудитории. Давайте просто перейдем на телеграм-канал BSwap и увидите канал на 24 тысячи подписчиков. Я не знаю, вы видите или нет, потому что у меня редактор обрезает часть экрана. Надеюсь, видите. Короче, 24 600 подписчиков с достаточно неплохим активом. То есть 6 тысяч просмотров под постом, 6,6 и так далее. У меня на моем канале бывает только не набирается. Вот, если пролистаете канал, то также достаточно все активно, постоянно какие-то соревнования, лотереи, какие-то там вознаграждения, там бонусы по 5 тысяч долларов, по 30 тысяч долларов. То есть, достаточно активно они себя ведут. И за этим, я скажу, достаточно как бы приятно наблюдать, когда ты проинвестировал в проект и смотришь, что они каждый день там по несколько постов закидывают, какие-то фичи придумывают, то есть, не стоят на месте. Далее, очень важный момент, я почему-то упустил, нужно было вообще в начале, наверное, о нем сказать, то, что у BSwap есть еженедельное сжигание монет. То есть каждую неделю от части профита, полученного от там стейкинга, от свапа, от каких-то лотерей и так далее, все это суммируется и отправляется на байбеки токенов с рынка, то есть токены выкупают с рынка и затем сжигают. И уже мы можем видеть то, что сожжено 10,5 миллионов монет, что составляет, сейчас мы посчитаем, это total supply, у нас получается 10,5 миллионов, нужно разделить на 170 миллионов, и у нас получается 6% от общего количества токенов в обороте уже сожжены, и это происходит каждую неделю. Я сейчас попробую найти токеномику и попробую, соответственно, ссылки на это сжигание найти. Для этого нам нужно перейти в доки, и у нас здесь где-то должна быть токеномика, вот она, General Information. Соответственно, вот у нас контракт нашего токена. Кстати, интересно посмотреть, сколько холдеров. 70 тысяч холдеров. То есть вы представляете, друзья, 70 тысяч человек держат хотя бы одну монету BSwap. Это, соответственно, чем больше людей, тем больше торговый оборот, да, тем больше количество сделок. Соответственно, централизованным биржам интересно листить данную монету на свою биржу, чтобы вот участники рынка торговали на ней, и они зарабатывали на этой комиссии. Сейчас токен, кстати, нигде не торгуется, кроме как самого BSwap и PancakeSwap, там еще на каких-то беспонтовых биржах типа Hotbit, но я это даже не считаю. Вот, поэтому сейчас еще получил дополнительное подтверждение, что могут быть листинги на хорошей бирже, и сейчас я даже дам вам намек на какую, чуть позже, но сперва вернемся к токеномике. Собственно, вот, нашли наш дефляционный механизм. Все вознаграждения, полученные с аккаунтов без рефералов, да, то есть я говорил, на этом DEX есть трехуровневая партнерская программа, и те люди, которые зареганы не по чьей-то ссылке, не получают никакую комиссию, все их токены уходят именно на сжигание. Это первый момент. Далее 50% от торговых этих комиссий уходит на сжигание. Да, помните, я показывал. Можем вернуться сейчас быстренько, открыть exchange, обменять условно там 1 BNB на BUSD. И вот мы с вами увидим трейд фи, да, 0,1%. Так вот, половина уходит поставщикам ликвидности в качестве вознаграждения, и половина уходит в трежери, но на самом деле вот в сжигание. Далее, BSV Автокомпаунд Performance Fee – это прибыль. Короче, если вы стейкаете свои монеты BSV в автокомпаунде и выводите их раньше там положенного срока, например, раньше 3 дней, там есть какой-то фи, и, соответственно, его тоже происходит сжигание. 13% от всех купленных лотерейных билетов сжигаются и 10% BSV от профита с продаж NFT. Короче, много разных источников дохода, которые в итоге используются на байбеке токена и затем их дальнейшее сжигание, и это происходит каждую неделю. Если не ошибаюсь, здесь где-то была статистика этих сжиганий. BSV токен burning. Июль 21, август 21, сентябрь 21, то есть каждую неделю сжигания, октябрь, ноябрь, и давайте вот найдем, соответственно, 10 ноября последнее сжигание, хотя должно было быть еще уже одно, потому что 2 недели прошло с 10 числа. И вот мы видим профит, то есть торговая комиссия 740 тысяч BSV, аккаунты без рефа 166 тысяч BSV, автокомпаунд 13 тысяч, и так далее. Короче, на Калидовале уже 1 миллион BSV взяли за неделю и просто так сожгли. Новые токены не минтятся. Если не ошибаюсь, то токены будут сжигаться до тех пор, пока в эмиссии не останется 50% от всего оборота. В общем, по проекту, собственно, что хотел сказать, наверное, сказал. И все преимущества озвучил. Еще раз извиняюсь, не все. Значит, кошелек свой сейчас подсоединю. Значит, еще основное преимущество данной платформы в чем? И почему я говорю, что если вы решите покупать этот токен, то покупайте его на самом BSwap, а не на панкейке. Потому что 90% от комиссий отправляется вам обратно в качестве чарджбека. То есть я периодически меняю здесь активы, скажу, здесь не все есть активы на данной бирже, например, там SXP нету, какого-нибудь там Bifi, скорее всего, нету. Вот, но топовые типа BNB, Кейка и так далее, сам BSV здесь менять, он здесь есть.
Поэтому, если решите что-то свапать, то свапайте сперва здесь, потому что здесь вы будете получать fee return, и мне уже накапало там за мою комиссию $50, то есть, 50 BSV, каждый из них торгуется по 1-3 бакса, даже больше. Получается, где-то $70 мне уже накапало просто, обычным черчбэком, да, то есть никто мне, ни один DEX комиссию мою не вернет. На PancakeSwap я там что-то меняю, никто мне ничто не заплатит за то, что я там молодец, пользуюсь их DEX. А на Biswap, получается, вы еще и по низким комиссиям меняете, то здесь всего лишь 0,1%, так еще и какой-то реторн вам делают в токенах BSV, который вы дальше также можете в ланчпулах отправлять в стейкинг под автокомпаунд и, соответственно, получать какие-то вознаграждения. Далее, если вам понравился данный проект, вы сейчас после просмотра видеообзора решите зайти, купить эту, приобрести монету BSV. Пожалуйста, при переходе на сайт сразу нажимайте Connect Wallet и регистрируйте свой кошелек. Это необходимо для того, чтобы вы привязались к моей партнерской ссылке, а в своей партнерской ссылке я даю 50% скидку вам. Да, то есть помимо тех преимуществ, которые дает сама еще биржа, 50% скидки на все комиссии вы еще и получите от меня. А при частом свапе, я вам только что показал, неплохие суммы получаются, особенно если это умножить там на несколько месяцев, а еще лучше там на несколько лет и с учетом там автокомпаунда и так далее, то по итогу может получиться существенная копеечка. Не нужно недооценивать математику, не нужно недооценивать перспективу сложного процента. Я уже показывал, да, где-то делился на канале, сколько мне за OneInch накапало стейкинг. Давайте я сейчас попробую найти. Вот, соответственно, пост от 24 ноября мне буквально за 2 месяца накапало 2130 OneInch. Да, то есть вот они мои вознаграждения на FTX. Также можно было просто плюнуть, сказать, да, там фиг с ним, что там это стейкинг, какие-то копейки падает, на биржу только заводить и так далее. А вот нападало там на $8,5 тысяч. И та же самая история с этими скидками на комиссии, там на любой бирже FTX, вот на Biswap, с автокомпаундом, эти все мелочи потом, а особенно учитывая рост актива, если он произойдет там в 20 раз, то любые копейки превратятся как бы в существенные суммы, поэтому не игнорируйте эту возможность, регистрируйтесь всегда по партнерским ссылкам. Мои партнерские ссылки на Biswap вы найдете под этим видео. Все, в принципе, по проекту, что хотел сказать, сказал. Осталось график у нас прокомментировать. Значит, сейчас я обновлю. Я актив смотрю этот на DexGuru. Это такой сервис анализа за графиками, да, просто по контракту, потому что он, соответственно, на цексах нигде не торгуется, на централизованных биржах, и нету графика, на TradingView нету. Значит, если чисто технически, то у нас укомплектовывается, есть такая разворотная фигура бычья, который называется нисходящий клин. Немножко она не в своем месте, не в свое время, но тем не менее. То есть у нас определенно есть некое сужение волатильности. Цены удерживают 2 трендовые, и сейчас мы ее пробили. Да, то сейчас у нас появилось такое подтверждение с точки зрения технического анализа, то, что цена дальше может уходить вверх. Поэтому, несмотря на то, что мы в закрытом канале покупали по баксу, и у нас сейчас там 30% профита, вы не особо теряете. То есть сейчас точка для входа, она также хорошая, возможно, мы еще поконсолидируемся здесь какое-то время, чтобы протестировать, и потом я предполагаю все-таки, что и надеюсь, что пойдем выше. Если дать волю воображению и фантазии, да, то вот можно представить, какой этот клин, он малюсенький, чтобы вы понимали, опять, какой потенциал можно от данного актива ожидать. Открою пример на графике. Недавно у нас, по-моему, был по AVE, по AVAX. Просто я вам покажу фигуру, как она отрабатывает, да, который называется наш бычий клин. Вот, соответственно, он. То есть у нас есть некое стартовое движение после листинга, и затем фигура сжимается между двух трендовых, у нас понижается волатильность, и потом происходит прострел и новое трендовое движение. Так вот, у нас примерно то же самое и здесь просматривается. То есть тоже какое-то стартовое движение, потом цены опустили, долгое время консолидировались в пределах двух трендовых, и, соответственно, можно ждать продолжения роста. Все, друзья, это был такой мой собственный анализ по проекту Biswap. Это никакая не реклама, мне никто за этот проект не платил. Все сугубо свой анализ, я проинвестировал свои деньги, я рискую своими деньгами. Я дал рекомендацию в закрытый канал, я рискую своей репутацией. Поэтому даже не пытайтесь за свою инвестицию, в случае, если она окажется убыточной, перенести на меня какую-то ответственность, свои какие-то неудачи и так далее. Вот вам проект, вот вам CoinMarketCap, вот вам открытый исходный код, это PancakeSwap, без своего нужно открыть. Вот вам открытый исходный код, white paper, контракт, берите, читайте, разбирайтесь, делайте свои собственные выводы. И да, самое важное вообще пропустил. Под конец этого видео просто вишенка на тортике хайпа получится. 20 октября, то есть месяц назад, Binance Lab выступила стратегическим инвестором в Biswap. Соответственно, у меня нет никаких сомнений, что рано или поздно, в этом году или в следующем, BSV залистится на Binance, и, возможно,
Это будет поводом для того, чтобы фиксировать этот актив. Как говорится, покупай на слухах, продавай на новостях, поэтому пока токен еще не залистен, пока он еще не на высокой цене, а торгуется где-то у минимума, я считаю, возможность проинвестирования, она просто прекрасная, и проект достаточно фундаментальный, чтобы не стыдно его было похолдить. Все, друзья, на этом точно уже будем заканчивать. Надеюсь, данный видеообзор понравился. Надеюсь, он вам принесет профит. Если вам нравятся такие видеообзоры, если вам нравятся какие-то проекты, которые я рекомендую, ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии. Чем больше активности, тем больше я вижу, что вам это нужно. И, соответственно, буду искать проекты и делиться тем, куда я инвестирую. Друзья, всем хорошего дня, до встречи на следующих видео.